Я вас удивлю, нет ничего похожего. В том-то и дело, что мы первые. Есть попытки сделать то, что в нашем продукте является 5-10% от него. Итак, мы проект «Разум». Я руководитель проекта, отвечаю за коммерческую часть, маркетинг, администрирование, финансы, реклама и так далее. По сути, продюсер проекта. Константин – это режиссер, можно сказать, проекта. Он отвечает за логическую часть, за алгоритмы. Агиль – технический директор. Он отвечает за общение с программистами, за архитектуру программы и следит за всей технической частью, прорабатывает ее вместе с Константином, воплощает ее в жизнь. Все идеи, которые рождаются в голове Константина, которые мы вместе обсуждаем, рисуем и так далее. Очень давно началось, 20 лет назад. Но тогда не было компьютеров, и тогда было все нереально сделать. Вот, время двигалось, появились первые 3D-эффекты, первые какие-то объемные изображения. В общем, все это вдохновило. И сама концепция, скажем так, логическая часть, она вырисовалась очень давно. Но ее невозможно было внедрить, потому что не было технологий. И только в последнее время это можно сделать за небольшие деньги, достаточно небольшие, хотя тоже не маленькие, да, и за небольшие сроки. И вот как раз на пике этого временного интервала мы собрались, организовались и сделали то, что сделали. Кроме того, что я благодарен всем этим людям, которые сидят рядом, что идея воплотилась, я еще благодарен, наверное, скорости времени, которая дала технические ресурсы сторонние, которые могут это сделать. Первый раз, кстати, когда я решил, что компьютеры освоят эту идею, это было, когда я в Москве увидел на Пушкинской, по-моему, в витрине рекламу фильма «Маска». Когда я увидел вращающегося этого зеленого человечка, и я понял, что я реально верю, что это правда, я понял, что технологии могут освоить эту идею. Хотя сейчас они еще не настолько идеальны. К ней, мне кажется, мы дальше, чем она. Но мы уже на пике, 95% готовности, поэтому она реализовалась. Вообще-то теоретическая разработка шла 20 лет примерно, и последние 1,5 года это была уже, скажем так, инсталляция, сетап в современное оборудование. Мы все познакомились, когда идеи предыдущего человека, с которым познакомились, были сформированы. Так меня встретил Евгений, увидел, как я думаю, увидел мои лекции, мои семинары, которые я вел без какого-то компьютерного обеспечения, да, просто идеи. Потом мы с ним решили, что мы можем сделать из этого продукт современный, потому что есть технические средства. После этого, когда мы сформировали идею, мы долго искали Агиля, мы проверили много людей. Мы не стандартная компания, у нас нет вот такого стандартного офисного шаблонного мышления. Ну, мы очень гибкие люди. Поэтому, когда мы нашли Агиля, может, он первый раз это слышит, я сказал, что это удача большая. Он работал в военной отрасли российской. Все. Что еще объяснять? Я работал в системе Газфибр и в других военных компаниях, где очень четко был выстроен процесс. Да, поэтому, когда мы с ним подписали контракт и поняли, что это тот человек, который нам нужен, мы выдохнули. Сейчас первый релиз, который у нас будет, он будет отчасти развлекательный, отчасти уже глубокий, он уже будет заставлять людей задумываться при использовании нашей программы. Мы сделали на текущий момент программу для операционных систем Apple, iOS, Google, Android, Windows. Эта программа представляет собой диалоговую систему, где любой скачавший
это приложение может общаться с системой. Она общается с пользователем на естественном языке. Это будет русский язык, будет английский язык для начала, потом это будут другие языки. Программа поддерживает беседу, это, скажем, отдельный модуль. Программа анализирует все сообщения, которые пользователь либо устно, либо посылает, печатая на клавиатуре. Программа вычисляет тему сообщения, цель, для чего это сообщение, эмоциональную окраску, создает статистику, запоминает личность пользователя, запоминает его важные данные. Она может вычислять то, что не знает сам пользователь сам о себе, чему он уделяет больше времени, куда направлено его стремление, его желание. Там отдельно у нас модуль есть, когда он может завести цель желаемую, чтобы достичь. Программа может рассказать, посмотреть, разбить эту цель на некоторые шаги, чтобы ее достичь. Я вас удивлю, нет ничего похожего. В том-то и дело, что мы первые. Есть попытки сделать то, что в нашем продукте является 5-10% от него. Несмотря на то, что эти компании вкладывают миллиарды долларов, они не сделали то, что сделали мы. Потому что они думают, у них направлено все на другую немножко аудиторию, на другой эффект, на другие задачи. У нас совершенно уникальный продукт, новый продукт, и к нему придется людям привыкать, нам придется его объяснять. И это одна из целей нашей сегодняшней беседы, потому что представьте себе, что Фрейда или любого психолога засунули в компьютер, и он может теперь вас анализировать. То есть до этого никто этого не делал, этого не было, не существовало. Да, есть там поисковые системы, есть системы какие-то анализа гороскопов, еще чего-то, но она не строго научная. У нас же все очень фундаментально научно. Данный проект меняет, это следующий шаг просто взаимодействия с компьютером. Фактически это изменяет интерфейс просто с ним взаимодействия. Это мышка, клавиатура, и вместо этого совершенно другой ввод, то есть компьютер получает совершенно другую информацию от пользователя, кроме как просто банально движение мышки или там, то есть удары по клавишам. Фактически мышки, клавиатуры, это все пропадет. То, что мы делаем, это фундамент. Этот фундамент можно использовать практически в любой области человеческой жизни. Мы выберем какие-то направления, и по этим направлениям будут работать отделы, либо отдельные компании, и они уже будут развивать, каждый идти в свою сторону. Через 10 лет я вижу, что наша программа усовершенствована будет стоять в любом роботе, который существует на планете. Все. Неважно, это пылесос или еще что-то. Я не знаю, какой он будет через 10 лет, но там будет то, что мы делаем. Когда мы смотрим какие-то фантастические фильмы, то что мы представляем? Мы представляем, когда граница между человеком и какими-то устройствами, она практически стерлась. Когда система будет понимать тебя, понимать независимо от того, что ты ей сказал, она все равно переведет это на свой язык. Когда она может знать тебя, когда она может предугадывать. Банальный пример, мы сели в машину, хотим, не знаю, поехать куда-то дальше гулять, а машина нас везет домой, потому что она говорит, у нас завтра встреча. Мы пьяные. Да. Ты слишком она пьяна. Нас не слушает и везет уезжает. домой. Утром мы говорим ей спасибо. Вот в чем суть. То есть программа получает доступ к внутреннему миру человека, к его настроечному аппарату. Честно скажу, есть некоторые стопы, которые мы поставили в программе. На данный момент мы считаем, что это чересчур, и что-то отключили. Вот есть такие моменты. А как на это отреагируют пользователи, потом мы их включим. Если мы говорим о будущем, десятилетнем, вы же видите, как последние годы развивается все, то я думаю, что если мы говорить о 2-3-летнем будущем, а 10 это нереально, это совершенно другие технологии будут. И она будет принимать решения за нас точно. Не она, может быть, не эта программа, но подобные другие, или основанные на этом фундаменте. Как это позволит сделать законодательство? Потому что я знаю, что в Европе уже разрабатывают закон для роботов. Есть конференции с большими бюджетами, которые вырабатывают именно закон робототехники. Уже это существует. Поэтому это могут запретить, поставить вне закона, я не знаю. Но если нам не будет мешать, то я думаю, что любой механизм будет оснащен, если не
не продуктом под нашим лейблом, но хотя бы его частью, купленным под патент, да, купленный патент или еще что-то, то это 100%.